Раз комиссия, два комиссии, там через 10 риэлторов, вот получилось 140. Искеле надо переродиться и стать настоящим городом, я считаю. Я такая говорю, сейчас я вам расскажу про подводные камни в нашем договоре, которые вас могут заинтересовать. Но сколько человек через 3 года на рынке будет искать объект среди 3 кактусов? Мы занимаемся гребаной рекламой недвижимости, мы не претендуем ни на что еще. Зачем мне этот отчет? Что он мне скажет? Я вот хочу такую цену. Я здесь с 2014 года продаю, все продавалось. Город-призрак, все пропало. А он может даже не понять, что это предложение, он может подумать, что, ну, не знаю, дурак там заикается, может. Что он хочет вообще? Если нас никто не нанял, мы ни для кого не работаем. Ему риэлтор нафиг не нужен. И в ресторан он может сам сходить. Да будь моя воля, я бы хоть бесплатно работал. В общем, всем привет. Это Антон, это я. Такое у нас сегодня приветствие. Да. Мы сегодня будем разговаривать про всякие нестандартные темы, набор большой тем на разные сферы жизни на Северном Кипре. Я хотел еще сказать, что сейчас будет очень интересно записать, у нас уже второй совместный подкаст, да. Первый мы просто общались, когда вообще сама идея DreamHold возникла, мы такие выходили на рынок, и мы с тобой общались, как ты как специалист по жизни на Северном Кипре, да, я специалист в сфере недвижимости, мы вот так вот пообщались. Теперь ты уже этого коснулась, и уже теперь ты тоже часть DreamHold, поэтому будет интересно теперь поговорить, что ты теперь об этом думаешь, и что я об этом всем тоже думаю. Есть такое, да, есть моментики. Хорошо. Ну, в общем, сначала тогда мы поговорим про какие-то общие моменты, связанные с недвижимостью, которые могут быть интересны людям из СНГ. Это кто у нас в основном? Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Туркменистан, да, то есть там Средняя Азия. Да. Азербайджан. Да, кстати, можно. Ну, в общем, постараемся охватить какие-то общие темы, которые могут быть интересны всем. Давай начнем с такого вопроса. Сколько примерно стоит квартира? Вот если люди рассматривают переезд на Северный Кипр или покупку для какой-то другой цели, на что им рассчитывать примерно? Ну, там, от студии до 3+1. Слушай, ну какой вопрос, такой ответ будет. Согласна. Квартира стоит деньги. Да-да. Спасибо. Следующий вопрос. Specify your request, please, потому что, да, чем точнее запрос, тем точнее ответ. Ну вот, знаешь как, давай так сделаем. Примерно вот студии, вот такой там, какой-нибудь рейндж, да, там 1+1 и так далее. Или по регионам, примерно вот в этом регионе тут. Угу. Самое дешевое, что можно сейчас делать, если мы не берем районы, которые массово неинтересны там гражданам СНГ, да, то есть если мы не берем какую-нибудь там все, что за Каршиякой, там Левки, Гюзельюрт, массово оно, мало кто там покупает, да, единицы, которые там в этот район вкладываются, верят по своим причинам. Я говорю массово, вот люди берут Киринию, Искеле, Фамагусту, да? Киринию со своим пригородом, там можно в одну сторону Лаптал Санджак, в другую там СНТП Татлысу. Вот все, что это вот интересно. Самое дешевое, что можно купить, это сейчас Искеле. Потому что люди очень быстро там скупали все подряд. Естественно, сейчас тоже очень быстро продают. А спроса такого массового, как предложение, естественно, нет. А когда спрос, точнее, когда предложение превышает спрос, что происходит? Цены, естественно, идут вниз. Поэтому вот это самый сейчас такой район, где продавцам больнее всего, потому что продавцов много, конкуренция высокая, а спроса, то есть борьбы за вот эти вот предложения нет, около никакой, потому что да, покупают, но покупают меньше, чем предлагают. Соответственно, приходится продавать дешевле. Там студии сейчас, грубо говоря, там массово, если вот 30 тысяч можно купить, однушки там где-то, у нас сейчас минимальное предложение было 34 500, да, но это не само Искеле, это пригород, но тем не менее. Вот, и вот от таких цен буквально все вернулось на круги своя, грубо говоря, вот как быстро взлетели цены в Искеле, так они сейчас и спустились обратно, да. Ну, то есть получается, что, ладно, мы не рассмотрим прям все вот эти варианты квартир и цен, потому что там действительно огромное множество, разбег огромный, учитывая еще всякие проекты от застройщика, которые просто по каким-то заоблачным ценам, я уже знаю. Я знаю даже, почему они держат до сих пор эти заоблачные цены. Они же тоже не дураки, они тоже понимают, что это сейчас не рыночная цена, и рынок не даст такие цены. Но смотри, на дистанции, когда ты строишь там, к примеру, 5, 7, 10 проектов, да, и ты понимаешь, что у тебя был бум, ты в этот бум вложился, заработал, максимально, скажем так, вытащил пользы для себя, для своей компании из этой ситуации, за любым бумом будет как минимум спад, стагнация, да, как максимум, какое-то, скажем так, обратное действие, то есть может быть снижение цены, может быть какое-то
провал, просадка. И это тоже не бесконечно. То есть так же, как люди понимают, что рост не может быть бесконечным, цены не могут до бесконечности расти, так и падать они до бесконечности тоже не могут. И по времени тоже. Сейчас крупным застройщикам важнее переждать, пускай они будут меньше продавать, но не уронить цены, потому что потом их обратно разгонять тяжело. Это гораздо сложнее, да, чем просто переждать, пускай сейчас у них мало продаж, какие-то там случайные, может быть, есть штучные, но это гораздо менее больно. Больно сейчас руководителям отделов продаж, продажникам, которые на них работают, они сидят без продаж, они на проценте сидят, им оклад никто не платит. Конечно. Вот им больнее всего сейчас. Это, кстати, хорошее объяснение вот этой всей ситуации, потому что периодически у меня некоторые клиенты спрашивали как раз-таки, а на что рассчитывают застройщики, а почему у них такие высокие цены, да, почему вот мы покупали у застройщика за 100-500 денег, а сейчас мы не можем продать за 40, да, то есть... Но это справедливо только для некоторых регионов, таких как Искеле и таких как... частично СНТП. В СНТП только частично. Почему? Потому что там есть уже старые постройки, которые были до этого бума. И всегда есть спрос уравнен. Да? То есть ты помимо того, что вот этого нового там понастроилось, понапродавалось, да, всегда можешь посмотреть, а сколько вообще такая недвижимость может стоить, если она вот то, что было раньше. То есть там более сбалансированный спрос. А если мы говорим вообще про жилые районы, пригодные для постоянной жизни, то есть это, допустим, Фомагуста, это Гирне с ее там ближайшими окрестностями, там, где люди могут жить семьями круглый год, работать, там, найти работу, где-то учебу. То есть то, что пригодно для внутреннего рынка, для постоянной жизни, оно никуда и особо и не снижается. То есть сейчас, если поставить, грубо говоря, там, трешку, как она и должна стоить, какую-нибудь старенькую 15-летнюю в Алсанджаке в Лапте, в пределах сотни, чтобы она под ипотеку подошла с первоначальным взносом, она и месяца не простоит. Потому что там действительно, там людям недвижка нужна, там есть спрос. Там у кого-то вырастают дети, кому-то нужно, там сыну на свадьбу подарю там квартиру, а у него же дети появятся, а у него же вот это все. У кого-то дети наоборот выросли, надо разъехаться, надо вот эту трешку продать, купить себе однушку, там детям двушку. И вот эта жизнь, она постоянно вертится, потому что она есть. Если в Искеле этого нету, то есть город еще не оброс своей историей, да, его искусственно форсировали, потому что был спрос, потому что риэлторы продавать его научились массово. И получается, дома выросли, а они ничем не подкреплены пока что. Поэтому такая история. Не могу сказать, что это там город-призрак, все пропало. Нет, он разовьется со временем, надо дать ему время. Да, понимаю. Ну вот получается, если вернуться к предыдущему моменту, который ты озвучил по поводу цен, да, что вот, например, у нас есть вариант за 34 500, и если вот человек извне, да, не зная какие тут ситуации вообще с недвижимостью здесь, получается человек такой, ага, класс, пойду вложусь в Северный Кипр, там вообще цены стартуют там, от 30-34 там, с копейками, но можно ли по факту купить, вот за сколько увидел, за столько и купил, или есть еще дополнительно какие-то там подводные камни? Нет, эта история не как, допустим, вот в России мы привыкли, да, что около того, но там максимум комиссию риэлтора заплатишь, да, и регистрационный сбор какой-нибудь там пару тысяч рублей с тебя возьмут там в госорганах, типа на тех же госуслугах там или что-нибудь еще. Нет, здесь посложнее. Потому что дополнительные расходы, они никогда не включены в стоимость сделки. И очень часто бывает, что стоимость сделки, стоимость, сколько продавец получил на руки, и стоимость, сколько покупателю обошлось это в круг, это три вообще абсолютно разные суммы. То есть, к примеру, договорились продавец с покупателем, что, допустим, продавец продает за 100 тысяч. Покупатель пришел, поторговался, договорились за 90. 90 – это стоимость сделки, это то, что будет указано в договоре. И полетели. У покупателя это налог, трансфер-такс, регистрационный сбор, это гербовый сбор, это еще надо заплатить адвокату, это еще, если титул на застройщика там может попросить либо айдат на год вперед, либо еще какие-то там дополнительные расходы. У продавца, пожалуйста, это комиссия агенту, если агент помогал, это оплата всех долгов, коммунальных счетов, прочее, это стоппаж, налог на прирост капитала, а если титул до сих пор на застройщике, то это надо заплатить разницу НДС, потому что покупали за другую сумму, и вот так вот налипает, и может до четверти суммы вот это от стоимости сделки разнится, сколько покупатель заплатил и сколько продавец на руки получил. Вот, потому что все эти расходы, они, как правило, не включены, а расходов здесь много, да, действительно. Понятно. Ну, то есть, получается, вроде цена может быть достаточно доступная, но при этом вот эти налоги... Нам, людям с СНГшным мышлением, не понять, как можно вот столько всего налепить к одной сделке. Но на самом деле, действительно кажется, что как будто бы вот просто как
к борту какого-то судна, да, куча вот этих паразитов, там, ракушек прилипает. Вот оно так действительно выглядит. Но на самом деле, если мы возьмем там страны Южной Европы, там тоже там Испанию, да, Италию, ну, может быть, не в такой форме, но плюс-минус вот оно так есть. Мы с нашим постсоветским мышлением, да, просто к этому не привыкли. Но оно много где так работает. Допустим, если взять практику в Соединенных Штатах, там приходится с калькулятором высчитывать НДС в продуктовом магазине, потому что, ну, не принято его включать, да. Поэтому сколько стран, сколько народов, столько и обычаев, столько принципов. Надо работать с тем, что имеем. Ну вот получается, я вот просто думаю, да, со стороны покупателя, да, возможно, кто бы хотел здесь приобрести недвижимость, как минимизировать вот эти затраты? То есть получается куча всяких подводных камней, которые возникают уже опосля чаще всего. То есть заранее там человек о них не догадывается, не сталкивается и даже не знает, как задать вопрос. Как выбрать недвижимость, чтобы вот этих расходов совсем было меньше? минимизировать получается редко. Ну, прям совсем минимизировать. Но что можно сделать и нужно, то, чем наша компания постоянно занимается, прежде чем вообще выводить в рекламу какой-то объект, это минимизировать эти сюрпризы, да. То есть еще до того, как придет покупатель и сделает какое-то предложение, там, начнет торговаться, мы как представители собственника, как те, кто эту сделку вообще лоббирует и предлагает, да, должны понимать, а во сколько сторонам это обойдется, а как сделка будет происходить, а какие стороны вообще участвуют в этой сделке, кто заинтересован. То есть там застройщик участвует, не участвует. Окей, если участвует, какие его требования заранее, да, чтобы сюрпризов не было. Хорошо, налоговая, допустим, будет вот этот 6%, от какой суммы считать, да? И вот чем больше мы будем знать про сделку до того, как придет покупатель и сделает какое-то предложение, тем меньше будет сюрпризов. Тем больше мы сможем к этому подготовиться и понять, допустим, как сделать, чтобы здесь там сумма была не такая большая, да? Или, может быть, там с застройщиком договориться, что там, к примеру, эта оплата там пойдет в счет, допустим, разницы НДС или в счет чего-то еще. Ну, то есть вариантов масса, двух одинаковых сделок не бывает, но заранее все это провентилировать, узнать, просчитать, чтобы просто минимизировать количество неприятных сюрпризов, вот это то, что можно и нужно делать. Я бы, наверное, еще добавила сейчас с высоты своего опыта огромного, ну, в общем, что, наверное, стоит изначально, если бюджет сильно ограничен, может быть, стоит изначально рассчитывать на квартиры, у которых титул уже оформлен на физлицо. Потому что все-таки там хотя бы переуступки и всяких вот таких не штук. Не всегда. Я вообще бы покупателям советовал, ну, понятно, в пределах разумного, но на бюджет смотреть не в первую очередь. Потому что все это вторичка, и всегда решает рынок, а рынок это... Ну, как минимум два игрока на рынке, это продавец и покупатель, да. Еще очень часто это там застройщик, адвокат, медиатор, там агентство недвижимости, еще что-то. Но это все медиаторы. А интересанта два, продавец и покупатель. И всегда свои интересы каждый лоббирует насколько может. Поэтому то, что вы видите, к примеру, предложение там в телеграм-чате или на Хангееве или еще где-то, к примеру, там 80 тысяч вам предлагают квартиру, вы такие, что-то вроде бы интересно. С одной стороны, сейчас посчитать, сколько туда налипнет, это будет все 100, да, может вообще легко так выйти. Вот. А с другой стороны, это же просто предложение. И ничего не мешает прийти посмотреть и назвать свою цену, сколько это для вас должно стоить. Допустим, 60. Казалось бы, бред, четверть стоимости должен уступить продавец, да кто ж на такое пойдет. А с другой стороны, вы же историю продавца не знаете, а может он на дурака поставил, типа, а вдруг кто-то купит за 80. Я-то знаю, что моя цена 60, но я только выставил, давайте, у меня есть время месяц попробовать. Вы же не знаете, да. Поэтому ни одно предложение не будет напрасным. Наоборот, это информация, это источник информации как для покупателя, а согласен вообще продавец или нет. А может он встречное предложение сделает. Скажет, слушай, дружище, 60 это как-то too much, ну 70 я тебе готов уступить. Уже что-то, да. Так и для продавца это тоже. Для продавца вообще, я считаю, многие говорят, приводите покупателя. Вам не покупатели нужны, вам предложения о покупке нужны. Да? То есть, если вам агент или кто-то еще приводит покупателя, самое главное, чтобы в этом вообще был смысл, по итогу получить предложение. Неважно, это будет ваши 80 тысяч, и вы идете на сделку, это будет там 60, 70, 50, да хоть $1 предложат. У вас уже есть данные, с которыми можно работать, правильно? И всегда можно отказаться, можно сделать встречное предложение. Но без предложения не будет депозита, без депозита не будет сделки. Вот. Поэтому просто приводить покупателей, не получая предложений, не имеет абсолютно У никакого обывателя, смысла. я думаю, что это плюс-минус одно и то же. То есть покупатель это сразу как бы а-ля как будто залог, сразу сделка, сразу все, но оно так не работает. Почему-то, да, считается, что покупатель придет, это ж моя квартира, она ж хорошая. Как ему все понравится. И он как расчехлит свою котлету и скажет, слушай, все, депозит, погнали, все сейчас будет. Но так не работает.
И человек очень часто бывает, а для него тоже покупка это стресс, да? Это из всех вариантов, доступных на рынке, надо выбрать, во-первых, самый подходящий, во-вторых, обеспечить себе самые лучшие условия. Человек тоже не специалист на рынке, он тоже многих данных не видит, он многих предложений не видит, и для него тоже большой стресс. И в моменте принять решение, сделать какое-то предложение, это тоже серьезный шаг ответственный, и многие на это не решаются. И вот так теряются сделки. Хотя, казалось бы, одному понравилось, но цена что-то какая-то, надо пойти еще посмотреть. И вместо того, чтобы сделать предложение, он просто, я пойду подумаю. И второй такой, ну вот покупатель пришел, ну не знаю, ну пошел думать, ну может что-то предложит. Ну это к вопросу, для чего вообще нужны медиаторы. И вдвоем два ждуна, да, сидят и ждут, а могли бы уже сделку делать. Ну для этого есть мы. Такая реклама. Ну, то есть вот как буквально недавно там иранец тоже обращался к нам по нашему объекту, да, и говорит, я сейчас буду вам водить покупателей своих. Вы говорите им, ну, что за объект, там, показы какие-то, там, онлайн-информацию, презентацию какую-то проводите. Я всех, кто ко мне приходит, я всех буду к вам водить. А зачем? Ну, я 50-100 приведу, кто-нибудь докупит, да? Ну какой в этом смысл, да, то есть ехать, грубо говоря, там в пригород Эскеле, открывать квартиру, показывать всем желающим, туристов водить, ну зачем? Вам не нужно 100 покупателей, вам нужен один, который сделает предложение, на которое вы согласитесь. Ну окей, 2 нужно, которые сделают предложение, на одно согласитесь, нет. Ну окей, 3 предложения, но вам нужны предложения, а не показы. Водить можно водить и 1000 человек, но если не поступит ни одно предложение, сделки не будет. Ну да, и куча работы, и вот это вот все. Понятно. Короче, там были какие-то сложные слова, опять же, да, для обывателей, там стопаж, регистрационный сбор, гербовый сбор и так далее. Это все непонятно. Есть ли что-то, что можно, вот, я не знаю, скачать, взять, и чтобы у человека это все было? Да, специально для наших покупателей, продавцов, для сторон наших клиентов, для наших агентов мы делаем карту сделки по каждому объекту. И в целом эту карту сделки можно нарисовать самостоятельно, если знать, из чего она складывается. Да? То есть как проходит процесс, по какому сценарию и какие дополнительные расходы могут возникнуть. Да? Это все можно просчитать самому, если понимать. То есть можно посмотреть гайд, да, какие бывают сделки, какой случай мой, да, и как посчитать свои дополнительные расходы. Это можно сделать, скачав наш гайд. Можно написать нам, кстати, в личку в Инстаграме слово «гайд», и мы пришлем этот гайд. Можете скачать, посмотреть и оценить свои дополнительные расходы, как будет проходить процесс сделки, сколько это может стоить. Вот. А если будут какие-то сложности, можно всегда нам написать, поможем разобраться, поможем посчитать. Я вообще просто хотелось еще, знаешь, что добавить, что вот, допустим, ко мне обратилась клиентка, да, и у нее там недостроенная квартира, и мы сейчас пока еще ее не продаем, потому что иначе проиграем очень сильно в цене, да, мы договорились, что мы ждем окончания строительства. Окончание строительства там обещают в октябре, ну там в ноябре и так далее. То есть, в принципе, недалеко и можно продать. И несмотря на то, что у нас сейчас еще нет никакого договора, я никакую оплату, ну и в целом мы вперед предоплату там никакую не берем, только по результатам, да, по сделке. Вот и прочее. Но это не значит, что я не могу никакой дополнительной помощи оказать своей возможной, да, в будущем клиентке. Может быть, она и не станет. Но опять же, там пойти посмотреть на стройку, узнать что-то у застройщика и так далее. Я не знаю, насколько вообще какие-то другие компании этим занимаются, но как бы если я могу помочь человеку с этим, я это делаю бесплатно. То, что мы действительно можем сделать, и это бесплатно, это до заключения нашего агентского договора, когда человек официально становится нашим клиентом, да, и мы ему начинаем оказывать нашу услугу в рамках наших профессиональных обязанностей. И то, что мы можем сделать бесплатно, это аналитический отчет. То есть действительно, да, посмотреть, собрать информацию по квартире, по объекту недвижимости, неважно, там квартира, это вилла, там что это. Посмотреть аналоги на рынке, что сейчас вообще предлагается в открытых источниках, да, и какой отклик от этих рекламных действий у рынка происходит, да, и спрогнозировать вилку цен, скажем так, от до, там, за сколько примерно можно сейчас продать. Это мы можем сделать бесплатно еще до того, как человек становится нашим клиентом. А по поводу недостроя, ну, наверное, это единственное, что мы можем сейчас сделать, это представить, если бы этот объект, допустим, был бы сейчас готов, за сколько бы его можно было продать. Но после этого по-любому придется сделать корректировку на то, что он недостроенный, потому что любой проект, не введенный в эксплуатацию, это еще не недвижимость, это обещание недвижимости. Да? А обещание недвижимости не может стоить столько же, сколько настоящая недвижимость. Потому что, грубо говоря, я покупатель, я прихожу, мне надо приехать на Северный Кипр с семьей жить, мне нужна двушка, к примеру, там в Ини Буазиче, да? Я могу купить, вот, к примеру, там за 150, вот это мне нравится, я покупаю вот готовое, завтра с чемоданами заселяюсь.
Почему я должен за 150 покупать то, что сдастся только в следующем году? Естественно, единственная причина, по которой мне это может быть интересно, она должна быть сильно дешевле. Окей, я год поживу в съемной, но зато я получу что-то, ну, там, либо больше, да, либо за меньшие деньги просто. Я поняла. Ну, я и до этого это понимала, но в целом, да. Я вот еще хотела вернуться к аналитическому отчету немножко. Я сейчас уже, конечно, понимаю, для чего это, зачем это, и что действительно это приносит пользу, просто потому что я это вижу и сталкиваюсь с этим, да, каждый день практически. Но также я сталкивалась с мнением некоторых людей, да, клиентов, возможных, потенциальных, да, продавцов, которые: зачем мне этот отчет? Что он мне скажет? Я вот хочу такую цену, например, да, и все. Я здесь с 2014 года продаю, и все продавалось. А что, зачем мне стратегии, там, ваши прогнозы и так далее? То есть складывается впечатление у людей, что этот бонус бесплатный, да, как бы, но он как будто бы и не бонус, потому что да зачем я буду его смотреть? Чаще всего так считают люди, которые вот по старой стратегии, как знаете, это ошибка выжившего бывает. Смотри, вот, грубо говоря, там с 20 по 24 год продавалось все, ну, по-честному. Там особо не надо было. И застройщики тоже, кстати, плохому научились, да, и просто ставили цену уже не впихнуть в рыночную, да, так, чтобы оно было, мат-модель сходилась. Как это делается на любых плюс-минус уравновешенных рынках, да? Ты понимаешь, что ты, к примеру, вот этот юнит дороже 100 тысяч не продашь. Как сделать эти 100 тысяч выгодными для себя, выгодными для маркетинга, чтобы привлечь покупателя, чтобы... Вот это все надо решить в рамках 100 тысяч, да? А когда у тебя бум недвижимости, и недвижимость растет быстрее, чем ты ставишь цены, там действительно можно не считать всю эту мат-модель. Можно просто ставить цену и заберут в любом случае. И вот те люди, которые имели опыт продажи вторички в тот период, они действительно кажется, что моя цена вот эта, я сказал, мой покупатель придет. Но придет, когда рынок дорастет. А что мы сейчас знаем? Что рынок уже вырос до какой-то своей критической точки, он ее прошел, и мы сейчас вот в том, что после этой критической точки. Когда будет следующий рост, когда он опять начнется, и как долго это будет длиться, как долго рынок будет расти до вашей цены, и когда ваш покупатель придет, потому что ему это предложение станет интересным, я не возьмусь без хрустального шара это прогнозировать, честно. Да, согласна. Ну, в общем, короче, аналитический отчет — это тема на самом деле. Но опять же, это для тех, у кого вот есть реальная задача продать. Это не продавать? Надо понимать, что аналитический отчет — это не рекомендация продать за столько. Да. Это прогноз. Если вы сейчас решите продать, за сколько могут купить? Решение в любом случае принимает собственник. За сколько продавать, за сколько пробовать продавать. Может быть, действительно, к примеру, мне отчет показывает от 100 до 120 тысяч, а я хочу 140. Ну окей, я попробую 140. И если вдруг рынок не даст 140, ну поставлю 135. 135 не даст, поставлю 130. Такая стратегия тоже может быть. Главное идти навстречу рынку, потому что когда рынок идет навстречу вам, можно раскинуть пальцы и сказать: моя цена. Я сказал, я дождусь. Но когда рынок вам навстречу не идет, не дождетесь. Ну, дождетесь, но долго. Да, надо идти ему навстречу. Может быть, наоборот, человек скажет: окей, зачем мне тратить время? Я теперь вижу, что 140, поэтому и не продавалось, поэтому и не решается. Я сейчас поставлю 120, продам. Продам сам, продам с агентом, уже другое. Самое главное, за сколько человек получает ответ. А кто-то может сказать: какие 120? Это не решает мою задачу. Я не ради этого в продажу выходил. И тогда, может быть, человек говорит: все, в этом году я не продаю, я сейчас сдам на год в аренду, через год вернусь, может быть, ситуация на рынке будет другая. И это тоже нормальное решение. Самое главное, аналитический отчет дает эту информацию, на основе которой можно принимать какие-то решения. А не просто, там, грубо говоря, там, закинуть удочку в воду, да, и сидеть ждать, что-то не клюет. А почему не клюет? А не знаю, почему не клюет. Да. Ну да, у тебя хотя бы есть инструменты, Да, и да. ты можешь просчитать какие-то шаги Да. и затраты в том Вообще, числе. я считаю, что всегда надо работать с данными. И, ну, если по аналогии с рыбалкой мы уже зашли, да, то хорошо, у меня не клюет. Что я знаю? Что у меня конкретно на эту наживку, вот конкретно на этот крючок не клюет конкретно вот в этом водоеме. Что я могу сделать? Я могу сменить водоем, я могу сменить наживку, я могу сменить крючок, да, вот. И в маркетинге недвижимости то же самое. Если у нас квартира не продается, значит, она конкретно не продается на этом ресурсе, конкретно по этой цене, конкретно вот эта квартира. Мы можем поменять квартиру, ну саму квартиру нет, но маркетинг, упаковку квартиры мы можем поменять. Можем поменять цену, то есть наживку, да, грубо говоря, ну крючок, скажем так, да, можем поменять, можем. Можем площадку рекламную поменять, можем, можем, да. Самое главное работать с данными и смотреть, что конкретно не работает. Когда мы вот это находим, мы находим способ, когда эту недвижимость купят и за сколько. Я поняла. Такой вопрос, да, то есть, опять же, если люди купили уже или планируют купить, и они вот думают, дальше что с этим делать. Например, если они купили для себя,
Насколько реально сейчас, вот, например, там, ну или сейчас, или там через пару лет, условно, да, если спрогнозировать, вообще продать вторичку? Или насколько реально сдать ее в аренду, да, потому что кто-то не для себя, или кто-то здесь будет, там, не знаю, месяц летом отдыхать, а все остальное хочет сдавать. Как вообще сейчас? В аренду сдавать, это вообще хорошая история, мне она всегда нравится. Надо, самое главное, понимать и подходить к этому ответственно, что да, у нас есть стоимость недвижимости, стоимость сделки вообще, да, включая там все налоги, титулы, вот все в круг, что обходится. Отсюда надо считать, ну, чтобы оно все было в белую, максимально там защищено хотя бы локальным правом. Далее, как мы сдаем в аренду эту квартиру, как мы принимаем оплату. Если это в белую, там опять же надо налоги, да, то есть если это через банк, опять же надо уплачивать налоги государству. То, что недвижимость сдается в аренду, контракт зарегистрирован, то есть там налоги тоже капают. Это тоже надо считать. И насколько это выгодно, ну, надо конкретно кейс считать, я не могу сейчас прогнозировать. Купить, чтобы перепродать. Честно, в новостройку я сейчас не верю конкретно в 2025 году. Может быть, максимум на долгой дистанции что-нибудь в Гизелюрте посмотреть, но это лет на 10, чтобы сам район развился, вырос, и тогда, да, действительно будет прирост по стоимости. Но вот так вот флиппингом таким заниматься, типа я сейчас зайду, через полгода выйду в плюсе, нет, сейчас этого не будет, потому что рост уже прошел. Сейчас не самое время вкладываться в новостройку, потому что все, кто хотел, уже заработали. Вот. Флиппинг на вторичке, то есть купить что-то недооцененное, вложиться в ремонт, допустим, какой-то минимальный сделать и продать с более выгодной стоимостью, хорошая история. Опять же, надо считать, как оформить вот все эти сделки. Если вы оформляете на себя, это сразу на 6,5% как минимум налогов налипаете, да? Хорошо, допустим, это вторичка, то есть там НДС, переуступки, там стопажи не возникают. Перепродаете как? Опять же налоги, опять же будет стопаж, если разница в договорах, да, вот, это все надо считать. А если не переоформлять, как это делать? Через генеральную доверенность от предыдущего собственника, где его ловить в случае чего? То есть вот эти моменты надо продумывать. В целом механически купить вторичку, отремонтировать и продать хорошо работает. Я знаю людей, которые здесь на Северном Кипре так этим зарабатывают, но надо понимать, как это делать. Да, я поняла. Хотела тут про новостройки сказать. Недавно в практике был один собственник, он пытается продать квартиру за, сейчас уже не вспомню, 40 или 50 тысяч фунтов. Он просто хочет ее лишь бы продать, как раз потому что он вложился в новостройку, чтобы потом была нормальная возможность перепродать, но вот сейчас самый частый случай, это когда мы отговариваем клиента от продажи, просто потому что там не то, что в ноль не выйти с этой продажи, ты в минус выходишь каждый раз. То есть его квартира, да, которую он хочет продать за там 50, например, ну, если там налоги сверху дополнительно, там, ну, ладно, 50, сейчас застройщик тот же самый продает за 195. Ну, то есть застройщик не продает, и он не может тоже, собственник, продать даже за 50, потому что там еще вот эти переуступки и так далее, и так далее. Поэтому вкладываться вот в новостройки с надеждой, что я выиграю с этого всего, звучит сейчас как-то очень... Сейчас, да. Не очень звучит. Я вообще так хотел бы обратиться к людям, которые делают сделки с недвижимостью. Можешь в камеру обращаться. Да, включить все-таки перед сделкой критическое мышление. И не хватать на эмоциях первое, что плохо лежит, как бы выгодно это ни казалось. Всегда лучше включать критическое мышление и смотреть, а что я еще могу купить за эти деньги? А насколько эта сделка мне выгодна? А насколько она выгодна вообще относительно рынка? Потому что я действительно, к сожалению, сейчас вижу, как страдают люди, которые покупали объект на эмоциях, их сюда привезли на остров, показали тут пальмы, показали песок, потом сказали, вау, смотрите, какая классная двушка. Тут вот у вас и магазин рядом, и на пляж вы пешком дойдете. Всего 140 тысяч. И человек покупает, а сейчас пытается продать, потому что остров ему уже не нужен. Он уже все наигрался, грубо говоря, объект сдался. Объект уже получился не такой, как нарисовал там агент в голове, да. А выясняется, что даже в самый пик эти объекты у застройщика продавались за 80-90. Какие, блин, 140? Потому что там накрутка на накрутке, всем надо было это. Раз комиссия, два комиссии, там через 10 риэлторов вот получилось 140. Да. И винить сейчас систему, ну, понятно, можно винить систему, потому что она позволяет такое делать, да. Винить риэлторов, ну, каждый преследует свои интересы. Видит человек запрос, да, ну хорошо, я сейчас тут десятку заработаю, у меня там коллега есть, он мне за 130 предлагал, а у коллеги за 130, это еще у другого коллеги за 120. И вот так вот каскадом комиссии им продали этот объект, да. Но самое главное, кого могут люди винить, это только себя. Просто открыть буквально Google, спросить недвижимость на Северном Кипре,
открыть первый попавшийся агрегатор, посмотреть, сколько такие двушки в этом районе стоят. Увидеть все станет понятно. Поэтому у меня огромная просьба к людям, неважно, продаете вы, покупаете недвижимость, но включайте критическое мышление, смотрите, выгодно это вам или невыгодно. Если невыгодно, отказывайтесь от сделки без сожалений. Я бы еще добавила, что если вы не знаете, как это сделать, то вы можете обратиться к нам, и мы это сделаем сами. На нас многие смотрят глазами по 5 копеек, как так вы отговариваете меня от сделки. Я к вам прихожу, Да. продайте мою квартиру, заработайте на этом денег, мы отговорим. Ну потому что вам это, если не выгодно, вам не время сейчас продавать, да, вам будет выгоднее, допустим, через полгода к этому вопросу вернуться. Мы первые, кто вам об этом скажем. И с удовольствием заработаем на вашей сделке, но через полгода, когда вы будете довольны итогом, а не когда сейчас мы на рассказе что-нибудь сделаем, в итоге вы не заработаете, уйдете в минус, и мы, ну, просто зачем? Ну, там и ощущение себя, как будто я кого-то обманываю, там, заставляю человека снижаться сильно. И, во-вторых, я понимаю, что человек-то тоже доволен не будет таким исходом сделки, так а зачем тогда оно мне? Сейчас наши клиенты в основном продавцы. Продавцов на рынке сейчас много, больше, чем покупателей. Нам есть с кем работать. Мы можем себе позволить не работать с теми, кому сейчас продавать невыгодно. Поэтому по-честному об этом говорим. Все просто. У меня на днях был случай забавный и... Ну, он реальный просто, когда собственница меня буквально 1,5 часа уговаривала взять ее недвижимость в продажу, а я ее при этом отговаривала. Она даже сказала, что я вам заплачу за рекламу, то есть я, там, на месяц, например, да, я выплачу за все агрегаторы, только возьмитесь, только вот вы работаете и прочее. Но по итогу она просто с информацией переспала и уже такая, ладно. Ждем того, когда строится здание, потому что, правда, это было максимально невыгодно ей продавать. И слава богу, что человек все-таки это осознал и согласился. И что я себя не чувствую отвратительным человеком, который такая, ну, продаем за 20-ку тогда, потому что с учетом переуступки, с учетом налогов и так далее, это, конечно... Ну, там остается, да, совсем чуть-чуть. Да, поэтому понимаю. Еще такой вопрос для возможных, например, переселенцев, кого вдруг заинтересует. Можно ли, получить ВНЖ по покупке недвижимости, получить гражданство? Потому что такое тоже спрашивали. Да, Б, нет. ВНЖ получить можно по любой недвижимости с разделенным титулом. Долевой титул я не могу однозначно сказать, что не дадут, потому что все равно для документов, для подачи на ВНЖ с вас просят документ основания возникновения права собственности, то есть это договор купли-продажи. И там неважно, долевой титул или общий, или выделенный, да, индивидуальный, документы эти примут. Но запрос в любом случае будут делать по номеру Качана в кадастровую палату. И если там будет в Качине, да, указано, что земля, доля в земле там такая-то, да, грубо говоря, могут быть вопросы, могут отказать. Поэтому, если нужна недвижимость под ВНЖ, я бы смотрел на индивидуальный титул, да, разделенный, когда вот прям в Качине написано, что это там апартаменты, либо там вилла, таунхаус. Вот. Ну, главное, что не участок. Не земля, да, да. если земля, это долевой титул. Если вы, конечно, землю не покупаете. Вот. Если покупаете апартаменты, а в Качине земля, значит долевой. Вот. То есть я бы смотрел любую недвижимость, неважно какой стоимостью, с индивидуальным титулом. ВНЖ это достаточное основание, чтобы получить ВНЖ. Про гражданство, ну, скажем так, одной недвижимости недостаточно, чтобы у правительства Северного Кипра были основания дать вам гражданство. Ну да. Тем более, если Должно быть недвижимость что-то будет за более 34 весомое. 500. Должно быть К что-то сожалению, более так не весомое, чем работает. это. Да. Да, поняла. Еще такой вопрос. А где лучше купить жилье? Потому что мы все такие, это же остров, я хочу покупать, например, у моря. Или стоит все-таки вкладываться в какие-нибудь районы, которые вот еще пока не достроены нормально, как Гюзелюрт, да, там вот недалеко. Там тоже, конечно, у моря, но вот может быть с надеждой на что-то. Или сразу вкладываться там, где вот Фомагуста, Гирны, где уже жилая, где уже не надо ждать развития инфраструктуры, и цены нормальные, да, как бы для жизни плюс-минус. То есть, что Смотря брать? зачем. Угу. Смотря зачем, смотря какая задача, зачем нужна эта недвижимость. Я рекомендую разделять, скажем так, списки вопросов к себе перед выбором недвижимости. На прагматичные и эмоциональные, грубо говоря, да. То есть, если я просто хочу купить, чтобы у меня там, не знаю, капитал приземлить, и мне вообще без разницы, какая это квартира, мне просто надо приземлить капитал, тогда окей, у меня эмоциональных вопросов не будет, будут только прагматичные. И надо смотреть на характеристики, на то, насколько это выгодная сделка относительно остального рынка. Ну, проверяется вопросом, что еще я могу купить за эти деньги. Если ничего лучше не могу, выгодная сделка. Если кучу всего могу, ну, наверное, надо еще посмотреть, либо еще поторговаться. Вот. И третье, на что я смотрю, рекомендую смотреть покупателей, мало, к сожалению, на это смотрят, это ликвидность.
а у меня через год, там, через полгода, через 3 года ситуация поменяется. Как быстро я выйду из этой недвижимости, как быстро я ее обратно в деньги оберну? Как ты можешь это посмотреть, просчитать заранее? Но хорошо бы вообще понимать, как работают рынки в целом, да, не обязательно недвижимости. Кто-то может там в фондовых рынках, в рынках ценных бумаг, если разбирается, тут можно тоже положить. Да, грубо говоря, если сейчас все покупают Дубай, логично, что рано или поздно все ломанутся продавать Дубай. И если я буду среди всех вот этих вот сотен тысяч людей, которые продают Дубай, как быстро я продам и за сколько? Ну, такое. Да. Вот. Опять же, кто купит? А кто купит? И что еще они смогут купить за эти деньги? И вот если у меня действительно через 3 года будет лучшее предложение среди тех предложений, которые всем нужны, это ликвидная недвижимость. А если у меня стоит в поле среди 3 кактусов объект, пусть я его очень люблю, он очень классный, но сколько человек через 3 года на рынке будет искать объект среди 3 кактусов? Да, это Вопрос. очень специфическое Да. объявление. Но это опять же, по сути, тот же аналитический Это отчет, прагматично. просто вот Это на- прагматично, да. Но есть еще другая чаша весов. Если вы покупаете недвижимость для жизни, для отдыха, особенно если для отдыха, у вас есть, не знаю, там квартира в Челябинске, допустим, где вы живете, работаете, да, она абсолютно прагматичная, близко добираться до работы, у детей школа рядом, 5 рядом, тут все вот классно. Но сюда надо приезжать отдыхать душой, отдыхать эмоций. Тут вот все самое главное. Хочу, не хочу. Мое, не мое. Это гораздо весомее, чем все вот эти стоимость квадрата, локация, удаленность. Это мы за вас посчитаем, если к нам обратитесь, если это будет надо. Самое главное от вас просто ткнуть пальцем. Это нравится, это не нравится. Хочу, не хочу. Вот здесь заплачу, вот здесь не заплачу. Понятно. Хорошо. Потому что живем мы один раз. И если, особенно если это курортная недвижимость, да даже если для жизни, все равно, ну, на остров сюда люди приезжают жить, не для того, чтобы вот уныло тут считать вот стоимость квадрата, да, чтобы жизни радоваться, да. Если вот вы понимаете, что вот в этой квартире я радоваться не буду, это достаточный аргумент, чтобы пойти искать еще вот другие варианты. Согласна. А можешь кратенько немножечко что-то рассказать по поводу районов? Потому что наверняка у каждого района есть определенная специфика. То есть мы уже выяснили в процессе разговора, что вот, например, такое ядро спроса вот именно для жизни, это вот Гирная округа, да, такая недалекая, Фомагуста, потому что там тоже есть университеты, вот такое. Левкоша еще. Левкоша, да, то есть там много действительно живет. А вот что давай тогда по поводу, например, Искеле это для кого? СНТП и Татлысу это для кого? Гюзелюрт, ну то есть... СНТП, смотреть эти районы. СНТП и прилегающие вот эти территории, там Бахчели, Татлысу, да, хорошо пользуются спросом среди людей, у которых это, ну скажем так, либо retirement home, да, куда можно приехать, просто отдохнуть душой и телом, либо вообще уехать, я там нажился в мегаполисах, наработался, я хочу там несколько лет пожить в уединении, там посозерцать закаты моря, да, и помедитировать на красивые горы, вот. Отличный вариант. Там этого всего хватает. Тишина, Да. спокойствие. Для жизни, для вот суеты, для молодых семей, там с ребенком, с 2 детьми, это подходит мало, потому что, ну, не очень удобно. Во-первых, там это в любой магазин надо ехать на машине. Это, если какая-то работа, до работы добираться довольно долго. Если дети в школу, а где ближайшая школа, тоже на машине их везти, как-то, ну, там будет много компромиссов. Можно. Ради красивых закатов и вот этих видов можно, и так делают, да, но это компромисс, на этот компромисс надо осознанно идти. То есть все равно эти районы больше пользуются спросом для тех, кто уже везде успел. Угу. Ну и в принципе там не такая прям развитая инфраструктура, и мне кажется, что это очень важный фактор, который ты озвучил, именно про наличие автомобиля, потому что без него это будет очень сложно. То есть если до СНТП еще хотя бы есть какие-то автобусы, да, там, если кто-то купит, переедет на начальных этапах, но так не наездишься, и они довезут тебя до определенной точки, а там прям на горе. И дальше ты идешь, там, не знаю, с покупками, с чем-то еще в гору вот так вот самостоятельно. Там Татлысу уже все, уже не едет. Бахчели не едет. Соответственно, надо прям сразу понимать, когда покупаешь, что тебе надо автоматически покупать еще машину, и иначе никак. Так, а что по поводу Гюзелюрта? Гюзель-Юрта? Да. Это, если честно, один из моих любимых районов. Там классная природа, классный вайб, классные вот эти местечковые ресторанчики, такие прям средиземноморские, очень классные. Но с точки зрения недвижимости для иностранцев, ну, как будто бы рано об этом еще говорить. То есть вложиться туда во что-то на вырост, потому что район однозначно будет развиваться. Мы это видим, как потому что туда застройщики заехали, ну там,
лет 15 назад они начали что-то пробовать, сейчас они массово уже туда заезжают. Вот. И я думаю, что как раз вот на дистанции лет 10-15 там район разовьется. Плюс мы видим, что администрация, да, правительство Северного Кипра этот район все-таки развивает и планирует туда. И дороги туда строят, и большой торговый центр там построили, который еще на полную мощность не работает, но опять же его на вырост просто строят. Да. Видно, что планируется развивать этот район, поэтому с точки зрения инвестиций, типа, закинуть туда 100 тысяч и на 10-15 лет забыть, чем черт не шутит. Ну, вроде как идея неплохая, то есть дешевле вряд ли станет, да? На что-то прям сильно надеяться, моя позиция такая, что это далеко идущие планы, за эти далеко идущие планы все может поменяться, и точно я бы не стал рисковать последними деньгами, чтобы там что-то покупать. Да, логично. Так, Левки это, наверное, вообще очень специфический район, наверное, даже про него спрашивать не буду, это в основном там те, кто учится в университете, студенты, но по сути там не так прям все развито. Вот интересно, что ты думаешь по поводу Искеле и прилежащих вот этих вот районов, потому что прям был вот бум конкретно там. Искеле надо переродиться и стать настоящим городом, я считаю. Искеле это был уже маленький поселок, потом там стали возле Лонг-Бич строить большие комплексы, большие вот эти человейники, да, и они стали пользоваться очень хорошим спросом, потому что риэлторам их продавать легко, они дешевые, они популярные, и тут все есть, в принципе, хотите отдых у моря, вот вам, пожалуйста, море, вот здесь вот бассейн, вот здесь кафешка, вот у вас, собственно, квартира. И все это очень дешево. И это стали продавать массово. А там, где продается массово, значит, надо Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, отксерили кучу вот этих вот комплексов вокруг, да, разного калибра, там белые, синие, оранжевые, всякие разные. Лучше всего продавались студии, поэтому студии там просто целая гора несметная, да. Вопрос, что весь вот этот ажиотаж, он опередил развитие самого населенного пункта как такового, потому что вокруг, да, там есть какая-то, больница, что-то есть. Да. Работы как таковой там, но только если обслуживание вот этих же комплексов, да, обслуживание тех же ресторанов, которые вокруг, там может быть казино, чего-то другого там, в Фомагусту только есть. Очень интересно, это то, что там вот эти человейники огромные, там тысячи квартир, да. Реально тысячи, и куча людей в Цезаре, просто там даже пробки в самом Цезаре, нигде нет пробок, но в Цезаре пробки есть стандартно всегда. И при этом это все обслуживает в Искеле, например, налоговая и кадастр, где просто 2 окошка, да. Из 2 одна только женщина сидит, а второе не работает. И естественно, что процедуры, всякие оформления, что-то получения и так далее, они прям долгие. И, в общем, поэтому, да, оно не доросло. Когда грубо говоря, вот этот искусственный спрос, он не искусственный, он естественный. Если есть спрос, найдется и предложение. Естественно, будут строить, будут продавать на вырост, да. Это все вполне нормально и рынком объяснимо, да. Но если спросите человека, который там 5 лет назад покупал в Искеле, да, абсолютно откровенно, почему купили именно Искеле, большая часть людей ответит, потому что было выгодно, потому что было дешево. Да? За эти деньги это было очень хорошее предложение. К сожалению, пока еще ничего не поменялось. То есть пока еще оно будет интересно, если оно будет выгоднее, чем, допустим, в других развитых районах. Да, в других развитых районах. То есть, если сравнивать там возле моря, возьмем Кирению, да, к примеру. Ладно, Гирны не берем, Гирна все-таки специфичное место. Но, к примеру, Алсанджак, СНТП, да, оно должно быть дешевле. Потому что если оно не будет дешевле, тогда зачем там покупать? Да, согласна. Так, ладненько. Надеюсь, что у нас получилось как-то в общем и целом обрисовать ситуацию сейчас и на рынке, и по районам, да, и где кому рассчитывать, да, то есть где примерно покупать, с чем можно столкнуться, напоминаю, да, про гайд по налогам, потому что он нам действительно облегчит понимание как минимум, да, и если что, всегда можно к нам обратиться, мы все посмотрим, почитаем, вам расскажем. И я бы теперь еще, знаешь, что хотела с тобой переговорить по поводу... прям так и скажу прямым языком по поводу возражений, да, с чем и я, и ты, и все сталкиваемся каждый день по именно специфике работы. Мы сегодня уже обсудили, да, зачем мне этот аналитический отчет, и вообще какая в нем ценность, и зачем мне такой даже бесплатный, зачем мне такой бонус, чем мне в него смотреть. Ты, в принципе, мне пояснил этот момент. И я бы хотела еще немножко по специфике вот этой работы, сотрудничества с нами, если вдруг кто-то заинтересуется в процессе,
ну или хотя бы захочет попробовать, и чтобы заранее человек понимал, с чем он столкнется, что мы будем говорить, или что у нас есть и прочее. Получается, что когда мы общаемся с человеком, мы действительно начинаем со сбора информации и делаем аналитику. И после аналитики, мы уже тоже сегодня обсуждали, если человеку подходит такой прогноз, или он готов пробовать там, не знаю, с разными ценами, с разными сроками, то мы обычно подписываем договор. Есть ли какие-то у нас в договоре особенности по сравнению с другими договорами здесь, которые существуют? Или вообще, ну то есть, каких подводных камней, возможно, стоит ожидать? И, кстати, это очень... Я обожаю этот момент в разговоре с клиентами, потому что я такая говорю, сейчас я вам расскажу про подводные камни в нашем договоре, которые вас могут заинтересовать. Потом такая сама себя ловлю на слове, в смысле, какие подводные камни, если я сама их проговариваю? Никакого мелкого шрифта. У нас действительно своеобразный договор, и по сравнению с многими, скажем так, агентскими договорами, которые я видел здесь от местных агентств, он действительно может показаться странным, потому что там действительно нет штрафных санкций, да, и нет каких-то там обязательств, что вы обязаны там нам заплатить 100% комиссии, неустойки там в случае, если вы там передумаете, да. Нет, у нас, по сути, 3 требования к продавцу, к собственнику, да, чтобы мы могли оказать ему услугу на должном уровне. Первое – это, понятно, информировать нас, давать всю достоверную и своевременную информацию. Да? Второе – это не делать публичных предложений на время действия нашего договора. Причем формулировка именно такая. Мы не говорим там «эксклюзивная продажа только с нами». Вы не имеете права продать без нас. Мы этого не требуем, это не наш объект. Мы занимаемся гребаной рекламой недвижимости, мы не претендуем ни на что еще. Мы просим на время действия договора дать нам заниматься гребаной рекламой. Угу. А что имеется в виду вот тогда под публичными, ты говоришь? Публично. Если у меня есть предложение, я хочу, чтобы 100% спроса шло через меня. Зачем? Чтобы я с данными работал. Если 200 человек на рынке сейчас заинтересовались этим объектом, я хочу видеть все 200. А что дальше произошло с этими 200? Допустим, 50 из них мне позвонили, да? Или написали в WhatsApp. Я хочу, чтобы все эти 50 позвонили мне. Из этих 50 сколько дойдут до показа, я должен это знать. И вот, допустим, 20 человек дошло до показа, и из них 5 сделали предложение. Мне нужны все, чтобы собственнику оказать услугу на должном уровне. Если половина из них пройдет мимо меня, у меня будут неполные данные, я буду собственнику давать не ту информацию и говорить, что мы с вами продадим вот так-то, так-то, тогда-то, тогда-то, но по факту я не знаю ничего, потому что половина идет мимо меня. Я прошу, когда я говорю не делать публичных предложений, я прошу на время действия договора, пока идет наша работа, дать нам возможность сделать ее в полной мере. И это именно та формулировка, которая отражает то, что должно быть. И там нет слова эксклюзив, там нет слова не имеете права, нет слова там продавать только через нас. Это не то, что мы требуем. Мы требуем дать нам возможность заниматься рекламой. Ну и по сути взять всю работу с собственника, да, который бы сам там занимался обработкой объектов. Человек может, если хочет, продать соседу, продать кому угодно. Самое главное не делать публичных предложений. Ну да, и надо тоже понимать, что, опять же, даже если человек продал самостоятельно, опять же, никаких неустоек или еще чего-то. Чаще всего происходит так, что человек просто видит, как мы, грубо говоря, работаем с входящим обращением, видит, что мы превращаем это в показ превращаем в предложение по цене, да, и даже если сосед придет, у человека уже потом, у собственника складывается ощущение, я сейчас дам вам контакт, там ребята вытащат из него предложение, они эффективнее это сделают. Ну, кстати, я согласна, да, что люди по прошествии времени, да, что они смотрят на то, как мы общаемся, как мы быстро там отвечаем или еще что-то. Это не какая-то, конечно, такая эгоистичная, ну, как бы, да, эгоцентричная история. Нет, но на самом деле я заметила, и я немножко шокирована этим, что людей удивляют какие-то такие незначительные детали в плане той работы, которую я, по сути, должна сделать, которые, ну, я их должна сделать, они в принципе такие, а людей удивляет, что оно делается. Из разряда, о боже, вы сказали, что вы напишете в четверг, и вы написали в четверг. Офигеть, ничего себе, как оперативно. Ну, я такая, а как по-другому? Ну, это выглядит как какое-то магическое кунг-фу, да? Как когда, типа, чтобы победить соперника на рынке, на ринге надо много махать кулаками. Чем больше будем махать, тем больше соперников мы победим. Но Брюс Ли, допустим, выходит и говорит, я знаю один удар, я всех выиграю. Да. Потому что когда ты делаешь много и
не просто бездумно делаешь, а понимаешь и оцифровываешь, работаешь с данными. А я 7 лет назад начал карьеру в недвижимости, и меня сразу научили работать с данными. У меня было много времени понять, что работает, что не работает, и как из того, что работает, вытаскивать максимум пользы при минимуме действий. Поэтому да, лучше работать одним ударом, но с максимальным результатом, чем просто бездумно махать руками. Это к вопросу про иранца. Я хочу показывать всем много раз эту квартиру, но без результата, возможно. Окей, да? Да. Мы свое кунг-фу не скрываем и можем легко объяснить, как это кунг-фу работает. Я еще, знаешь, с чем сталкивалась? Периодически люди такие: так. Ну, даже звонили мне после нашего там разговора, там несколько раз мне перезвонили, такие: я посмотрела там договор, да, или я посмотрела договор, там нет никаких неустоек. Почему? А почему, где этот мелкий шрифт? Ну, просто серьезно, потому что они в шоке от того, что... Уверены в своей работе. Да, я тоже так говорю, они такие: ну, и все. И то есть, я говорю, а что нам бояться-то, как бы, ну... Это обычный маркетинг. С нами работать. Это обычный маркетинг, нормальные взрослые отношения двух взрослых людей. Мы делаем для вас работу, если вы получаете результат от этой работы, вы нам платите. Если вы не получаете результаты, нам не за что нам платить. Просто опять же к тому, что людей удивляют какие-то нормальные, адекватные, здоровые вещи, да, которые причем им в бонус идут. То есть это хорошо, радуйтесь. Они такие: где подвох? Почему все хотят какие-нибудь там эти неустойки, что-нибудь там с нас удержать, а вы не хотите? В каком месте вы нас, ну, знаешь, там это... Я такая: ни в каком. Ну, как бы вообще вы даже продать можете без нас, и мы даже тоже с вас ничего не возьмем, если это не публично, да, просто сосед, подружка там и так далее. И люди, ну, в таком хорошем шоке, но тоже, да. Третье, да. Убраться в квартире перед медиаподготовкой. Да, Паша, спасибо, пожалуйста. Это звучит смешно, но это не менее важно, чем все остальное. Потому что действительно, если мы хотим в эпоху конкуренции, когда предложений на рынке больше, чем спроса, эту конкуренцию как-то выигрывать, да, нам нужно самое лучшее и самое вкусное предложение. И не надо недооценивать эту часть работы. Если мы здесь не достараемся, нам потом придется все вот эти недоработки компенсировать ценой. Поэтому, если вы хотите получить максимум от рынка в текущих условиях, дайте нам возможность сделать хорошо свою работу. И приберитесь, пожалуйста, в квартире. Ну или клининг наймите. Ну, в принципе, там периодически даже клининг не нужно. Мы обычно перед приездом на медиаподготовку отсылаем такой коротенький регламент, который, в принципе, несложно как бы осуществить. Но действительно, если совсем лень, то можно, конечно, клининг. Но, в принципе, там, не знаю, крышечка унитаза, да, или там выключить телевизор, я не знаю, заправить кровать. Это какие-то элементарные штуки, которые сильно облегчают работу и... время еще экономят очень сильно. Я как человек, который последний раз там, ну, не последний, там, предыдущий, 3 часа драил чужую квартиру, при том, что это вообще не моя работа. Ответственно заявляю, это очень сильно важный пункт в процессе работы. Хорошо. Теперь такой вопрос. Мы уже тоже обсудили, что у нас есть аналитический отчет, и в нем мы указываем различные стратегии с разными суммами. Да. Это прогнозы, но собственник может сказать, что так, здорово, конечно, замечательно, давайте мы попробуем и рискнем зайти прям с наценкой, но с возможностью снижения, потому что я понимаю, ваши данные супер замечательные и так далее. И вот он накручивает сильно, потому что там заложим на торг, а вдруг какой-нибудь залетный или там, ну, какая-то удача и прочее. Насколько вообще эта стратегия ок? Ну, я бы сказал, что это малоэффективно, но не могу сказать, что это вообще неэффективно, потому что, во-первых, все-таки любой прогноз — это прогноз. Это не предсказание от оракула, да, и у нас тут не Pifia Constructions, да. Вообще, если бы это было предсказание от оракула, судя по нынешним тенденциям, это бы продавалось намного лучше. Нам нужно закупиться шаром. Это любой прогноз, и он тем точнее, чем больше данных, учитывая, что мы работаем на Северном Кипре. У нас максимум данных из возможного, да, но все-таки не полная картина, не полные данные, у нас нет там многих данных, которые могли бы сделать этот прогноз точнее. И есть в любом случае погрешность. И мы будем рады ошибиться, если действительно мы продешевили, и, может быть, рынок даст больше. Да, мы действительно можем убирать там с рынка и там поднимать по стоимости объект, если мы видим, что, ну, слишком дешево поставили, слишком много спроса. Но, тем не менее, зайти сверху, посмотреть, заложить там на ошибку, на «а вдруг», если вам так спокойнее и сроки позволяют, да, пожалуйста. Самое главное — адекватно понимать ситуацию, что окей, мы постояли неделю, 2, 3, месяц. Если у нас результатов нет,
Это не значит, что в следующем месяце что-то изменится. Это значит, что надо посмотреть данные за этот месяц и принять взвешенное решение, что делать. Поняла. Я всегда топлю за то, чтобы принимать решения на основе своей выгоды, но основываясь на данных. Чем точнее эти данные, тем легче принять решение. Не на пальцем в небо, типа, я чувствую сейчас что-то выстрелит. Нет, не выстрелит, так точно не выстрелит. А вот посмотреть данные, а сколько человек вообще посмотрело, а были ли какие-то предложения, а может интересовались, а может позвонили, что-то предлагали. Хорошо, а у нас все по нулям. А у конкурентов за этот месяц что происходило? Ага, а вот здесь вот человек на 20 тысяч меньше рекламирует, да, похожий объект. Вот у него почему-то 200 просмотров, а у меня всего 40. И вот на основе этих данных легче принимать решения. Угу. Хорошо, вот теперь мы становимся на место продавца, да, с которым мы хотим заключить договор. Значит, продавец такой, ну, в принципе, аналитический отчет у вас замечательный, цены, окей, ну, мы там чуть-чуть поднимемся, да, мы понимаем, мы потом спустимся, меня все устраивает, неустоек у вас нету, ничего у вас нету, вы там работаете, публичных предложений, ну, там, типа, ладно, посмотрим. Короче, ну, вот я не хочу подписывать договор. Как бы там же все равно никаких неустоек, никаких там, не знаю, ну, вот этих нюансов. Можно же и так работать спокойно. И почему нет? Очень просто. Договор позволяет нам перейти от стадии диалога, приятного взаимного диалога двух абсолютно независимых людей, перейти в, скажем так, зависимые отношения, когда у одной стороны есть перед другой обязательства. И наоборот, да. Человек становится нашим клиентом, мы становимся подрядчиком. Без этого начать работу мы не можем, потому что пока человек не стал клиентом, мы не имеем права ему никаких услуг оказывать. А зачем? Ну, да. Самое главное, мы не имеем права требовать с него оплату по итогу, потому что это не наш клиент, да? Вот. Но и услугу оказывать как будто бы не имеет смысла. Человек нас не нанял, а мы насильно услугу никому еще не оказывали. Поэтому если человек согласен нас нанять, он подпишет договор. Если человек не готов подписывать договор, значит он не согласен нас нанимать. А если человек не хочет нас нанимать, мы не будем навязываться. Классно. Но и при этом в некоторых моментах не всегда договор это вот просто про наши обязательства. Периодически, я, например, ну, допустим, да, человек не хочет подписать договор и такая, ну что ж, в виде исключения, ну хорошо, давай попробуем поработать без договора. Так не будет, но как будто бы. И я на всякий случай. Ты так напрягся. И получается, что я работаю без договора, и вот мне нужно подойти, там, я не знаю, ключ от этой квартиры в другом месте, да, вот как у меня недавно было. На каком основании я сейчас, левый человек с улицы, пойду говорить, отдайте мне ключ от чужой квартиры, собственника нет на острове, а я пофоткаю квартиру, потому что я хочу ее продать. А кто я такая, собственно говоря, да? Так хотя бы вот у меня договор, вот подпись собственника и так далее, что я не просто так. Просто здесь еще очень периодически так частенько стали возникать вот эти мошеннические всякие истории, где люди там подделывают какие-то документы, продают чужую квартиру, которая, в принципе, была не в продаже и так далее. И на этот случай всегда вообще хорошо иметь, что вот контакт собственника, вот бумажка у нас подписанная, ну, то есть, как бы, вот мы просто, как бы, в том числе и себя, наверное, в какой-то степени можем обезопасить, ну, и упростить процессы тоже. Нам могут предлагать в теории, я понимаю, зачем, да, поработать без договора, потому что нас очень часто, да, путают с классическими вот агентствами недвижимости на Северном Кипре, когда надо, да, чтобы у меня было портфолио объектов, всех собственников, которые там сами где-то как-то что-то продают, вот мне надо портфолио собрать, чтобы знать, кто что продает, да. С другой стороны, у меня есть база покупателей, которым я вот это портфолио предлагаю, и если там где-то что-то срастется, я где-то что-то заработаю. В таком случае действительно договор не нужен. Потому что они никому услугу не оказывают, они ничего не делают, да, они просто вот сращивают между собой какие-то взаимные там интересы. Мы же не так работаем. Четко понимаем, что мы работаем, начинаем работу и заканчиваем, доводим ее до конца в интересах того, кто нас нанял. Если нас никто не нанял, мы ни для кого не работаем. У нас нет никакой базы покупателей, потому что мы работаем в реальном мире. Мы понимаем, что покупатели не сидят ни в какой базе, они решают свои задачи с недвижимостью. Если им скажут, что подождите, ничего не покупайте, вы тут у меня в базе, ну, серьезно. Да. И то же самое вот это портфолио объектов. Ну, какое портфолио? Да, зачем? Что, собственник сам не может, что ли, объявление выложить, да? Конечно, может. Чем работа агента отличается от этого, да? Мы же делаем то же самое, что человек может сделать сам, просто профессионально.
и берем за это деньги, да? То есть то же самое, как и любой таргет, да, к примеру, там, мне нужно позвать людей на день рождения, я хочу большой праздник закатить. Я зайду в Инстаграм, нажму продвигать публикацию, дам денег, да, вот, и у меня публикация полетит по всем, да. Я могу это сам сделать? Могу. Будет это эффективно? Ну, какую-то эффективность будет. Но я то же самое могу сказать. Вы знаете, вот, ребят, вот вы рекламное агентство, я нифига не разбираюсь в таргете. Пожалуйста, сколько вы возьмете денег, чтобы сделать это профессионально? Вот у нас то же самое, только в недвижимости. Мы можем сделать все то же самое, просто профессионально, и это приведет к прогнозируемым результатам. Не просто на дурака, давайте что-нибудь попробуем, что-нибудь получится, а профессионально. Мы говорим, вот данные, вот прогнозы, давайте делать вот так. Ну да, это к вопросу о том, если там люди спрашивают, а что вот все агенты на тех же самых сайтах выставляются, а что у вас там отличается, да, чем вы лучше, почему вы не можете вместе там с ними, пусть я хочу конкуренцию, да, мне тоже такое говорили, чтобы вот все, ну, разница в процессах в рабочих и в том, что делаем мы больше, в принципе, никто на Кипре, ну, она есть существенная, просто люди про нее не знают, внутренние процессы не погружены, вот, и все, поэтому хорошо, что мы это обсуждаем. Еще такой момент, что некоторые думают, а зачем нам вообще медиаподготовка? Просто мы ее тоже обсудили, она как бы тоже, да, вот этот третий пункт, который мы сегодня обсуждали. Зачем нам фотографии? Я вам все сделаю. Смотрите, я вам все пришлю. Все агенты просто говорят, скиньте фотки, мы им скидываем фотки. Есть те, которые приезжают, сами фотографируют, за редким исключением, но в целом, если даже зайти на сайты агрегаторы, одна и та же квартира, загляните студии и Скилле, увидите, вся первая страница, одна и та же квартира и одни и те же фотографии. То есть агенты не удосужились вообще ничего сфотографировать самостоятельно. И соответственно, а почему нам вот надо вдруг поехать, там что-то обрабатывать? Зачем? Никто не заморачивается. И так норм. Так как мы работаем в интересах того, кто нас наняли для того, чтобы собственник, который хочет продать недвижимость, нашел покупателя, да? Точнее, чтобы покупатель нашел его и сделал ему предложение о цене, да? То есть либо согласился на его условия, либо сделал какие-то встречные, правильно? Чтобы это произошло, предложение об объекте должно быть для покупателя интересным. Когда предложений на рынке больше, чем покупателей, эту конкуренцию надо выигрывать. Можно ценой, окей, мы можем без медиаподготовки поставить объект на 20% ниже, чем все остальные конкуренты по рынку, и даже без медиаподготовки он продастся. Но в интересах собственника, если получить максимум денег с продажи своего объекта, наверное, стоит использовать те инструменты, которые помогут подороже все-таки продать. Я согласна, я еще за. Такой вопрос. Тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, все замечательно, мне очень все нравится, реальный клиент есть? Ну, как бы мы можем подписаться там и так далее, реальные клиенты. Вот, да, потому что у людей немножко вот по-другому, в общем, складывается понимание всей этой ситуации. И вот они начинают от покупателя. Местные агентства почему-то, я не знаю почему, носятся за покупателями, держат их в каких-то базах, не знаю, чем они там к своим базам пытаются их приковать. Ну, типа, покупатель, у него же деньги у покупателя, пахнет деньгами, сразу надо его облизать, надо его сразу повезти в какой-нибудь ресторан, чтобы, не дай бог, другому агенту в другую базу не убежал, да? Окучить, обработать, что-то рассказать, чтобы он что-нибудь со мной купил. Если начать понимать, в чем интерес этого самого покупателя, которого вы тут окучиваете, да, становится понятно, что ему недвижимость нужна, да? Ему риэлтор нафиг не нужен. И в ресторан он может сам сходить, да? Ему нужна недвижимость, та, которая решает его задачи. Вот. Почему мы не носимся за этими покупателями, да? Потому что покупатель придет сам на те объекты, которые сочтет интересными. Наша работа делать объекты интересными. Покупатель придет сам. Мы не приводим покупателей на чужие объекты. Мы не носимся и не держим их ни в каких базах. Потому что мы понимаем, что мы им не нужны. А вот продавцам как раз мы нужны помочь упаковывать предложения так, чтобы покупатель пришел. Потому что мы видим, что сами покупатели не делают этого. Местные агентства не делают этого. Мы можем это сделать. Понятно. Я вообще согласна со всем, что ты говоришь. Вот. Но это просто очень частая история. Вот будет покупатель, вот приходите. Пока нету, ничего не хочу слушать, ничего не хочу. Если это у вот вас будет только человек. Да. Если бы у вас сейчас был покупатель, мы бы с вами не разговаривали. Да? Я могу сделать так, чтобы у вас появился покупатель.
Мгм, да. Ну, еще, кстати, очень часто говорят из разряда там покупатели, не покупатели, но возвращаясь к цене, я просто вспомнила, когда вот у меня вот такая цена 55, и я хочу вот к ней, вот вы на нее накидываете комиссию, потому что у нас тут в договоре указано, что мы с суммы сделки берем, а они такие, в смысле с, мне надо к, да, сверху докидывайте вашу комиссию. Почему это дурацкая история? Мы не имеем никакого права изменять стоимость собственника, да, продаем недвижимость не мы. Мы помогаем сделать предложение, да, собственник решает, за какую цену продавать или вообще не продавать, да, и дает нам задание, говорит, я хочу за 55 продать. И по нашему договору вот с той цены, там, допустим, будет это 55, 50, 49, либо человек придет там за 100 купить, неважно. Вот со стоимости сделки человек по итогу нам заплатит 5% на нашу работу, за нашу работу. Но это сделает именно продавец, потому что мы продавцу услугу оказали. Мы ничего сверху не накидываем, и никаких цен без разрешения собственника мы не меняем. Потому что это, во-первых, нечестно по отношению к самому собственнику, во-вторых, нечестно по отношению к покупателю, а в-третьих, это вообще просто абсолютно не имеет никакого смысла. Потому что если я тут топлю, что мы работаем с данными, что нам надо оцифровывать предложение 55, оно вообще выгодно, невыгодно, как люди на него реагируют, как покупатели вообще откликаются и какие у нас прогнозы, да? А потом выяснится, что мы, оказывается, не за 55, а за 65 работали, да? Так вот, понятно, почему невыгодно. Ты как ты относишься к тому, что, окей, типа, договариваемся с собственником, собственник говорит, ну окей, хорошо, выходим по вот этой цене, допустим, те же 55, все замечательно, подпишу весь контракт и так далее, но я хочу, чтобы дополнительные расходы по переуступке, стопаж я хочу, чтобы заплатил за это покупатель. Ну, как бы мы все сделаем, как вам надо. Но вот это все я не хочу платить, я хочу, чтобы туда. Все вот эти сверху мы можем как бы накрутить к цене, а можем вот на покупателя скинуть и так далее. Как вот это можно? Можем вообще все, что угодно сделать. Вопрос в целесообразности, да? То есть, хорошо, если покупателю будет выгодно такое предложение, когда он придет, да, допустим, действительно, мы сделаем классно, вынесем все на покупателя, у нас получается очень выгодное предложение, да? То есть, пока налоговые да. коснулись, Грубо говоря, мы все это вынесли за скобки, это как-нибудь потом. У нас остается только 55 и квартира, которая, ну, судя по всему, хорошо упакована, красивая, вкусная, на бумаге выглядит, что она действительно стоит эти 55. Интересно, покупатель приходит, и мы ему начинаем, а ты, дорогой мой, заплати еще за вот это, за вот это, за вот это, вот это, и вообще у тебя выходит 75, а не 55, все по итогу, да? И человек тоже ж не дурак, а дураков на рынке нет, как мы понимаем, да? Понимает, что за эти 75 он может купить уже объект классом выше, да? И вот вопрос, а зачем ему идти на сделку на таких условиях, да? Мы-то можем сделать все, что собственник скажет. Но наша задача, так как мы работаем с данными, эти данные передаем собственнику, да, просто подсветить ему нецелесообразность таких действий. Сказать, что так покупатель, скорее всего, не согласится. Мы можем сделать поправку, что да, человек может просто там, ну, не знаю, не в своем уме быть недееспособным, да, и на это согласиться. Но если мы исходим из парадигмы, что дураков на рынке нет, и сделки делают дееспособные люди, при наличии массы более выгодных предложений он на нашу не согласится. Конечно. Мы это можем сказать. Хорошо. Вот мы договорились с собственником, мы подписали договор, все вот эти этапы мы прошли возражений, и медиаподготовку мы сделали, все замечательно, скинули собственнику, все супер, и мы понимаем, что дальше идет этап показов, да, когда люди приходят в квартиру, вот эти возможные покупатели, и продавец говорит, я на месте тут, я сам все покажу, не надо никому там ничего, не приезжайте, ну как бы я сам умею, я знаю все в этой квартире, тут 200 лет живу, сам все сделаю, как бы норм, не норм, как это, норм или стрём, да, как сейчас? Есть такая поговорка у нас еще во время моей работы в России, она ходила. Хочешь развалить сделку, обменяй контактами продавца и покупателя. Почему? Потому что сделка делается не за один день, а за несколько недель, как правило, да. И да, налицо конфликт интересов. Один хочет продать подороже, другой хочет купить подешевле и на самых лучших условиях, да. А еще учитываем, что они же не в одном информационном поле, а каждый в своем, да, они там периодически касаются друг друга, да, но все равно они, ну, каждый в своем. А когда человек не знает всей информации, он эту информацию додумывает, и, как правило, не в пользу второй стороны. И там налицо конфликт интересов, который проходит эскалацию, так или иначе, ну, такие сделки редко доходят до конца, просто потому что, ну, действительно, эскалация конфликта очень часто случается. Но чаще всего даже до этого не доходит, потому что один согласен купить, но хочет лучшие условия.
Второй согласен продать, но хочет лучшие условия для себя, да. И как это обычно бывает? Вот я сейчас на примере покажу. Человек, особенно вот из стран СНГ, вот почему-то, я не знаю, нас на постсоветском пространстве так научили, видимо, торговаться, да. Если ему квартира нравится, вот мы приводим покупателя, он до этого прям классно общался, шутил, там, улыбался, все здорово. И вот прям если квартира нравится, я вот заметил вот эту тенденцию, сразу лицо меняется, да. Ну, не знаю. Ну, что-то... Сколько? 120 вы за это хотите? Ну, что? Ну, в своем... Да, тут 80 красная цена, не, вы что? Ну, смотри, да... Если продавец в это время находится здесь, во-первых, ему надо принимать решение в моменте, как-то отвечать. Вот предложение поступило. А он может даже не понять, что это предложение. Он может подумать, что, ну, не знаю, дурак там заикается, может. Что он хочет вообще? Вот, но по факту поступило предложение. На это предложение надо реагировать. Профессионал может среагировать и передать, ну, с отсрочкой собственнику. А если собственник рядом стоит, он скажет: что ты сказал? 80? Да иди вон, блин, гостинки свои покупай, вот эти студии за 80. Ага, пришел он тут на мой объект. Пошел вон отсюда. Хотя, казалось бы, этот был готов купить. Просто, ну, надо же поторговаться, надо же лучшие условия. Я же видел, что вот так торгуются. Ну, сейчас буду торговаться. А второй готов был, может быть, и скинуть немножко. Но услышал вот это, в позу встал, ты что, охренел, что ли? И вот так очень много сделок разваливается. Поэтому лучше все-таки доверить вот этот переговорный процесс тем, кто это делать умеет. Там действительно нет места эмоциям, нет места недопониманию. Есть просто вот этот просто холодный пинг-понг. Делайте предложение. Какое предложение вы считаете справедливым? Человек, допустим, говорит 80, да? А мы знаем, что рыночное предложение от продавца было 120. Окей, 80 я передам продавцу. Продавцу передаем. Поступило предложение 80. Ваш вариант. Вы можете отказаться, согласиться, сделать встречно. Человек говорит: не, ну 80 это бред, конечно. Ну, не знаю, предложите ему 115. То же самое передаем, пока не договорятся. Либо пока не разойдутся. Ну, разойдутся, следующее предложение мы точно так же соберем и оцифруем. Это гораздо эффективнее, чем вот это вот тут вытанцовывать, искать там плесени, какие-то там скрытые камни, чтобы поводы для торга найти. Это не имеет смысла. Есть смысл только получить предложение, передать другой стороне, договорятся, не договорятся. Вот. Тут может быть еще другая ситуация, когда они могут договориться по поводу сделки по итогу, но на очень сильно невыгодных условиях для продавца в таком случае, потому что он такой: о господи, у меня вот там предложение, не знаю, там столько-столько, срок, возможно, не такой большой, а мне кто-то предлагает. То есть мне лучше как бы синица в руках или журавль, да, побольше, помощнее, там, в небе. Да. И вот, ну ладно, там уж как-нибудь там. Самый важный момент, что если вот покупатель делает предложение по цене продавцу вот так в моменте, приходится реагировать сразу. И не всегда выгодным для себя образом, да. Ну да, потому что на эмоциях, и опять же, когда ты не учитываешь, ты не видишь всю информацию, это очень сложно, конечно, сделать самостоятельно. Поэтому, да, медиаторы, они в этих случаях всегда очень сильно важны. Потому что действительно сделка может развалиться на любом этапе, там очень долго еще делать, и там появляется еще юрист, ну, адвокат в процессе, и тоже получается как медиатор определенный между всеми. И даже с учетом медиатора все равно может когда-нибудь развалиться сделка. А без просто так. Очень-очень быстро. Такой вопрос. Есть ли какие-нибудь скидки по поводу вот этих комиссий? Потому что комиссия 5%, она небольшая, но действительно у кого-то, может быть, там по финансам надо там эти деньги вот максимально скопить и вложить в следующую квартиру там или еще что-то. Да будь моя воля, я бы хоть бесплатно работал, честно. Я просто люблю людям помогать. Мне нравится моя работа, мне нравится помогать людям делать сделки. Вопрос, да, в модели, которая обеспечивает результат. Я не буду вдаваться в расчет сейчас всю нашу мат-модель, то есть бухгалтерию, то сколько налогов мы с этой комиссией платим. Есть конкретно бизнес-процесс, который даже с учетом того, что покупатель придет не от нас, а из чьей-то там базы какого-то агента, чтобы было с чего ему заплатить. При этом наша модель, чтобы была плюсовой, чтобы мы хотя бы там налоги смогли заплатить за эту сделку. Вот это все решается очень хорошо суммой в 5%. Скидок мы на берегу, вот до начала работы, точно не делаем, потому что в таком случае я не могу гарантировать, что у нас мат-модель сойдется, когда мы по итогу дела будем. Делать невыгодные сделки себе как компании мы точно не будем, потому что это контринтуитивно, мы человеку будем саботировать процесс продажи. Мы подряжаемся помогать ему в продаже, да, а тут мы должны мешать, что ли? Нет, так не работает. Мы можем сделать скидку в моменте, когда уже есть покупатель, когда уже есть переговоры какие-то, и мы понимаем, что надо согласовать пазл так, чтобы у всех все сложилось, мы где-то можем подвинуться точечно, да, но
изначально на берегу просто лишать себя дополнительных инструментов каких-то, которые вшиты уже вот в эту модель 5%, да, мы точно этого делать не будем. И даже если ко мне сейчас лучший друг придет и скажет: слушай, по-братски, давай за 2%, я ему скажу: по-братски, давай за 5%, но я буду, если я со всеми клиентами выкладываюсь на 100%, тебе на 120 сделаю, но за 5%. Вот это единственный правильный вариант, потому что если я ему сделаю скидку, у меня меньше вариантов работать будет. Ну и, в принципе, 5% это, наверное, такой минимальный возможный здесь порог, потому что здесь в основном я видела 10% работают. Честно, я бы за 2 работал. Честно, если бы модель сходилась. Но, опять же, мы работаем на рынке, в реальных условиях рынка, и нам надо понимать, какие инструменты как решаются. С 5% это минимальная сумма, где процессы эффективны, сходятся и приносят результат как клиентам, так и нам, как компании, обеспечивают вот, ну, состыкованность вот этих всех процессов. Поэтому 5. Появится возможность работать за 2, я с удовольствием буду работать за 2, потому что я хочу, чтобы клиентам было максимально выгодно. Я лучше сделаю 10 сделок за 2%, чем одну за 5. Я мыслю долями рынка. Чем больше доля рынка, тем более я счастливый. Логично все. Ну, как бы, мне это все понятно, я абсолютно согласна с тобой в этом случае. В общем, мы, по сути, обсудили, наверное, все возможные варианты вот этих подводных камней, как я их обозвала, да, возражений. И, в принципе, я думаю, что всем все было понятно. Вот, если есть какие-то вопросы, можно писать все это дело в комментариях. И мы оставим также ссылочку на Инстаграм, если будет нужда, потребность в гайде про налоги, про различные, как некоторые говорят, поборы. Это будет все в Инстаграме, туда можно написать просто. Да просто можно любой вопрос задавать, да, и здесь в комментариях, и в Инстаграме, и можно в личку написать, потому что мы на самом деле рады действительно помогать людям в вопросах с недвижимостью, и в том числе и бесплатно, консультации точно бесплатные, но если надо услуги оказать, ну, окажем и заработаем на этом тоже с удовольствием. А если вы хотите стать действительно хорошим специалистом в сфере недвижимости, понимать, как работает рынок, помогать людям решать задачи с недвижимостью и зарабатывать на этом, у нас в Инстаграме есть вкладка «Вакансии», в описании есть ссылка на анкету, которую можно заполнить, прийти к нам на собеседование, и если нам по пути ударим по рукам, будем вместе работать. Будем рады.